Всем здравствуйте! Меня просили показать, как вяжутся вот эти пинеточки. Значит, для вывязывания этих пинеток я использовала пряжу Нако. Это стопроцентный акрил. В 100 граммах 425 метров. Спицы номер 3. Вязать подошву пинеточки мы будем вот по такой схеме. Для того, чтобы увеличить размер пинетки, можно взять пряжу толще, чем я беру. И еще можно изменить изначально набор петель, взять большее количество или меньшее. Из-за этого в нас поменяются цифры вот в этих столбиках. Будут или больше, или меньше. Мы же будем вязать вот по этой схеме пинетки. Значит, набираем на спицы удобным для вас способом 34 петли. Я наберу их за кадром. Первый ряд мы вяжем лицевыми петлями без изменения. Нигде ничего не добавляем, просто вяжем лицевыми петлями. Продолжаем вязание. Провязав первый ряд, поворачиваем вязание, и это у нас будет второй ряд по счету. Значит, кромочную снимаем, не провязывая, лицевая петля, делаем накид. Так, нам понадобятся здесь маркеры. Лицевая, накид. Отделяем маркером. Далее у нас идут 14 лицевых петель. Провязали. Также одеваем маркер, накид делаем. В центре у нас 2 лицевые петли. Накид делаем, отделяем маркером. Снова идут на 14 петель. Отделяем маркером также. Делаем накид, лицевая и лицевая. Так, повернули вязание. Это у нас изнаночный ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Далее лицевая петля. Теперь у нас идет накид. Чтобы не образовывалась дырочка здесь большая, да, в подошвочке, мы делаем перевернутый накид, то есть за заднюю стеночку вяжем. Вот так. Далее наши 14 петель. 14 лицевых петель идут у нас. Так, вяжем до маркера. Маркер перебросили. Этот накид также мы вяжем за заднюю стеночку. Третий накид также за заднюю стеночку провязываем. Перебросили маркер. 14 лицевых петель.
Есть 14 лицевых. Маркер перебросили. Накид за заднюю стеночку. Лицевая и кромочная лицевая. Поворачиваем вязание. Снимаем кромочную петлю. За счет накида у нас уже здесь добавилась петелечка, уже у нас 2 петли. Провязываем лицевой, делаем накид. 14 петель, которые в процессе вывязывания пинеточки не меняются у нас. Маркер перебросили. Накид делаем. В центре у нас уже 4 петельки. Добавилось за счет накида, добавилось 4 петелечки. Снова накид. Маркер перебросили. 14 петель лицевыми. Маркер перебросили, добавили накид. И 3 петелечки у нас лицевые. Вяжем до конца ряда. Повернули вязание. Здесь этот ряд изнаночный получается, мы провязываем здесь накиды за заднюю стеночку. И так мы будем продолжать вязание по нашей схеме. Я думаю, вы справитесь. Используя схему, вяжем подошву пинеточки. Итак, мы с вами провязали подошвочку нашу по схеме. В данный момент мы с вами провязали 12 рядов, и у нас на спице 54 петли. Теперь мы с вами приступим к вывязыванию бортика. Бортик связан здесь английской резинкой. Всего провязано здесь 10 рядов английской резиночки. Я здесь в этой пинеточке поменяла цвет. И первым беленьким цветом провязано у меня 6 рядов английской резинки. Значит так, меняем ниточку. Сейчас я. Значит, первую петельку кромочную я провязываю лицевой. И далее мы вяжем с вами английскую резинку. 1 лицевая, накид, 1 петлю снимаем, 1 лицевая, накид, 1 снимаем. И так мы провязываем с вами до конца ряда. Вяжем, пожалуйста. В конце ряда у нас лицевая с накидом и лицевая. Вот такие петельки в конце ряда у нас. Поворачиваем вязание, кромочную снимаем. Та петелька, которую мы сняли вместе с накидом, провязываем лицевой. Следующая петелечка снимается, не провязывается с накидом. С накидом петля лицевой провязываем. Накид снимаем, не провязывая. Петелька с накидом провязывается лицевой. Накид. Петля снимается, не провязанная. И так мы с вами вяжем до конца ряда. Вот мы с вами провязали 2 ряда английской резиночки. Так как нам ниточка мятного цвета надо будет выше, чтобы не было здесь больших протяжек, я белой ниточкой вот так перекручу сзади. Получается, я ее как бы зафиксирую рабочей нитью, которую я сейчас буду вязать.
И продолжаем вязать английскую резинку. Кромочную снимаем, провязываем лицевой, с накидом снимаем петелечку, не провязывая. И еще нам надо будет белой нитью провязать 4 ряда английской резинки. Вяжем. Итак, мы с вами провязали 6 рядов белой нитью. Теперь нам надо будет поменять цвет нити. И смотрите, за счет того, что мы с вами подхватывали вот зеленую, мятную, да, нить белой перехватывали, у нас не образовалась здесь большая протяжка. Она красиво здесь смотрится и не будет мешать нам сшивать. Будет аккуратно получится работа у нас с вами. Значит так, меняем другим цветом нить. И также провязываем английскую резинку. 4 ряда будем вязать английской резиночкой. Продолжаем вязание. Провязав 4 ряда нитью мятного цвета, всего у нас получилось английской резинкой мы провязали 10 рядов. Сейчас мы с вами провяжем еще 2 ряда белой нитью, лицевыми петлями, и 2 ряда мятной нитью, также лицевыми петлями. Смотрите, как красиво получается за счет того, что мы с вами здесь подхватывали ниточку, да? Нам же нужна аккуратная работа. Значит, вяжем мы с вами лицевыми петелечками, белой нитью. 2 ряда. Вяжем. Итак, мы с вами связали подошву пинеточки, бортик пинеточки. Если вы, к примеру, считаете, что бортик пинеточки низковат, на этом этапе можно провязать на 2 ряда английской резинки больше. Если же у вас, к примеру, нитки более толще были, значит, возможно, вам будет на 2 ряда надо провязать меньше английской резиночки. А мы с вами приступаем к вывязыванию мысочка. Вот этой части. Мысочек пинетки мы с вами будем вязать вот по этой схеме. Итак, вяжем первый ряд мысочка. Для этого у нас по схеме показано, надо провязать 21 петлю лицевыми. Сюда в счет входит и кромочная петля. Вяжем 21 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 петля у нас провязана лицевая. Маркер одеваем. 2 изнаночные петли. 8 лицевых. 5, 6, 7, 8. И 2 изнаночные петли. Провязали. Теперь нам надо провязать 2 вместе лицевой петлей. Я переставлю петли, чтобы косичка лицевых петель красиво потом лежала на пинеточке. Вот это она. Провязав 2 вместе лицевой петлей, разворачиваем вязание. Первую петелечку снимаем, не провязывая. Далее у нас 2 лицевые. Вот они у нас по схеме. Затем идут 8 изнаночных. Вот мы вяжем с вами второй ряд. 2 лицевые, 8 изнаночных и 2 лицевые.
2 лицевых провязали, 8 изнаночных. Есть 8 изнаночных. 2 лицевые. Теперь нам надо провязать 2 вместе изнаночной. Вяжем 2 вместе изнаночной. Повернули вязание. Теперь будем вязать третий ряд. Первую, что была у нас провязана 2 вместе изнаночной, снимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночные, 8 лицевых петель, две изнаночные, сейчас после 2 изнаночных мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Повернула изнаночную петлю, чтобы она красиво легла. И вот так провязываем 2 вместе лицевой. Поворачиваем вязание. Снимаем, не провязывая. Это в нас 4-й ряд. Мы будем с вами вязать. Сняли петелечку. Теперь 2 лицевые. Вот они. 8 изнаночных. Есть у нас 8 изнаночных. 2 лицевые петли. И в конце ряда 2 петли вместе изнаночной. Вот так. Развернули вязание. Снимаем, не провязывая. И 5-й ряд 2 изнаночные вяжем. Теперь у нас 8 лицевых петель. Нам их надо провязать вот в такой последовательности. Вот в такой последовательности. Для этого нам нужна дополнительная спица. Значит, смотрите, первую и вторую петелечку мы сняли и отвели за вязание работы. Сейчас будем провязывать 3-ю и 4-ю петелечку лицевыми петлями. Провязали. Затем вяжем 1-ю и 2-ю петельку с дополнительной спицы. Провязали. Теперь нам надо 5-ю и 6-ю петелечку снять на дополнительную спицу и оставить впереди вязания, а провязать вот 7-ю и 8-ю. Теперь провязываем с дополнительной спицы 5-ю и 6-ю петлю. 2 изнаночные, и 2 вместе лицевой провязываем. Вот так. Мы сделали с вами первый перекрут петель такой.
Вяжем мы с вами 6-й ряд. Так, где мы? Вот этот 6-й ряд. Сняли 2 лицевые, изнаночные 8 петель, две лицевые петли и в конце провязывания нашего здесь 2 петли вместе изнаночной. Повернули вязание. Это у нас с вами будет 7-й ряд. Сняли 2 изнаночные, 8 лицевых петель, две изнаночные петли и 2 лицевые вместе провязываем лицевой петлей. 8-й ряд. Сняли петелечку, 2 лицевые, 8 изнаночных, две лицевые, 2 вместе изнаночной, повернули вязание. Далее у нас 9-й ряд. 9-й ряд нам надо здесь менять петелечки местами, вязать нашу косичку. Снимаем 2 изнаночные и меняем петелечки, как первый раз мы с вами делали. Первую и вторую петлю заводим за вязание, оставляем с задней стороны, вяжем 2 лицевые, затем провязываем с дополнительной спицы, снимаем, оставляем перед работой, провязываем 2 петелечки лицевые, провязываем с дополнительной спицы, вяжем 2 изнаночные и 2 вместе лицевой. Итак, мы с вами продолжаем вязать мысочек по этой схеме. Получается у нас будет 4 вот таких перекрута, косички такие. Продолжаем вязать по схеме. Мы с вами вяжем сейчас 17-й ряд. Провязали мы с вами вот эту косичку, поменяли петелечки местами, провязали 2 изнаночные петли и продолжаем далее вязать все наши петелечки лицевые. 12 здесь у нас остается петель.
Так, здесь у нас образуется большая дырочка. Значит, чтобы ее не было, поднимем протяжечку. И вот так провяжем вместе. И теперь у нас дырочки здесь не будет такой большой, потому что мы ее закрыли протяжечкой. И вяжем до конца петелечки наши лицевые. Это мы с вами довязываем 17-й ряд. Вот 17-й ряд по схеме. Вот этот ряд мы провязали с вами до конца. Повернули вязание, снимаем и вяжем лицевые петелечки. Сколько у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лицевых петелек. 8 изнаночных провяжем. Провязали 8 изнаночных петелек. Теперь 15 лицевых. Так, значит, у нас здесь также мы поднимем протяжечку. И провяжем вместе, чтобы не было дырочки. И продолжаем лицевые петли до конца ряда вязать. Поворачиваем вязание. И 19-й ряд мы провяжем с вами. Получается, у нас весь ряд будет лицевыми петелечками мы вяжем. Так, давайте я продолжу за кадром лицевыми петельками до конца ряда. 20-й ряд мы также вяжем с вами лицевыми петелечками. Это изнаночная сторона работы. Продолжаем вязать до конца лицевыми петлями. Повернули вязание. 21 ряд и 22 ряд мы провяжем также лицевыми петлями. Значит, получается, с лицевой стороны вяжем сейчас лицевые и изнаночную сторону лицевые. Продолжаем вязание. Так, схему уберем, не нужна нам уже. Мы с вами будем вывязывать дырочки для шнурочка. Кромочную снимаем петелечку, делаем накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. И так мы продолжаем до конца ряда. В конце ряда вяжем 2 вместе лицевой и делаем накид и кромочную. Да, я как-то упустила момент, не сказала, сколько у нас петелечек осталось, когда мы с вами провязали мысочек. У нас на спице было 38 петелек. Сейчас у нас за счет накидов на одну петелечку должно быть больше. 39 петелек. Разворачиваем вязание. Накид слетел. Кромочную сняли. Провязываем накид лицевой. Все петли вяжем лицевой. Накид вяжем за переднюю стеночку для того, чтобы у нас образовалась дырочка. Вот такая. Вяжем до конца.
Провязали мы с вами дырочки для шнурочка, сделали. Теперь нам остается связать верхнюю часть пинеточки, да? Значит, я вязала платочной вязкой. От наборного ряда дырочек у меня 16 вот таких дорожек изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 изнаночных дорожек. Здесь, конечно, можно по желанию. Кто хочет выше сделать пинеточку, значит, провяжите больше. Можно вообще связать без отворотика, такую коротенькую. Можно на отворотике сделать английской резинкой, полностью его связать. Можно вставить только 2 ряда английской резиночки здесь связать, тоже будет красиво смотреться. Так что здесь на ваше усмотрение, как вы хотите сделать. Ну, так как у меня связано платочной вязкой, значит, я буду вязать вторую пинеточку также платочной вязкой. Провязав высоту манжеты, соответствующую первой пинеточке моей, я начала закрывать петельки. Петелечки закрываю обычным способом. Провязываем лицевую и делаем вот такую протяжечку. Закрываю не туго, чтобы не стягивалось изделие. Да, что еще хочу сказать. После провязывания дырочек у нас здесь добавилась одна петелечка. Кто захочет на отворот связать английской резиночкой, надо эту петелечку одну убрать, провязать 2 вместе их, чтобы не нарушался рисунок, когда мы будем сшивать изделие. Вот здесь проходит шов, и рисунок не нарушается, смотрится все гармонично, красиво. Да, еще можно, вот я манжет полностью вязала лицевой. Здесь можно более четкую сделать линию перегиба. Для этого, когда изделие наше будет с лицевой стороны, надо провязать изнаночные петли, ряд изнаночных петель. Потом повернете вязание и будете вязать лицевые петли. Далее продолжите вязать отворот тем узором, который вы выбрали. И за счет этого, что мы провязали здесь, получится у нас 2 ряда лицевых петелек, будет более четкая граница перегиба. У меня я могу здесь, хочу ниже опустить, хочу выше, можно поднять, более так узенький оставить бортик. А там будет более четкая граница. Продолжаем закрывать петелечки до конца ряда. Смотрите, я спрятала хвостики, которые у нас здесь были за кадром. В вязании их нет, чтобы не мешали они нам сшивать пинетку. И начнем сшивать пинеточку. Так, для начала мы ее соединим вот так. Вот так соединили, да? И теперь вывернем на изнаночную сторону пинеточку нашу. Вот так будем подхватывать. С одной стороны, с второй стороны.
вот такой шов у нас будет получаться с вами. Значит, сшивать по мере, чтобы было одинаковое расстояние. Вот такой участок примерно. Сшиваем. Вот мы сшили такой участочек, соответствующий первой пинеточке. Теперь разворачиваем вязание. Так. Получается у нас лицевая сторона работы. И продолжим сшивать с лицевой стороны работы. Так же, как мы и сшивали. Вот, возле кромочной подхватываем такую протяжечку и сшиваем. Вот так. Вот такой шовчик у нас получается с лицевой стороны. И так мы с вами будем сшивать вот так сюда, к этому месту. Вот это все мы сшиваем вот таким швом. Продолжаем. Смотрите, дошли мы с вами до верхней, точнее до подошвы. Сшивать подошву будем. Значит, находим вот такую петелечку, смотрите. Вот как бы лицевая петель. Вот она, да? И вот мы берем за одну дужечку вот так. Протягиваем. Теперь с этой стороны смотрим, откуда вышла у нас ниточка. Вот наша ниточка выходит. Сюда ставим иголочку и берем следующую дужку. Подтягиваем. Откуда вышла наша иголочка? Вот. Вводим. И выводим в следующую такую петелечку. Подтягиваем ниточку. Итак, продолжаем мы с вами сшивать пинетку. Вот откуда вышла ниточка наша. Теперь сюда иголку и следующую дужку подхватываем. С противоположной стороны, вот где вышла наша ниточка, сюда вводим иголочку и подхватываем следующую вот петелька у нас, видите, такая. Получше показать. Вот такая петелечка. И вот так мы делаем. Подтягиваем. Так сшивается. И вот у нас такой аккуратный получается шовчик. Вот наша вышла петелечка и следующую подтягиваем. И так мы сшиваем с вами до конца вязания.
заканчиваем сшивать наше изделие, подошву. Выводим ниточку на изнаночную сторону, прячем ее, и пинеточка у нас готова. Вот так. И вот такая у нас получилась с вами пинеточка. Теперь надо еще сделать сюда этот шнурок. Значит, для вывязывания шнура берем где-то с метр, можно чуть больше, чем метр, нити от клубка. Вот набрали и оставили здесь, да, с этой стороны. Вот, это нить от клубка остается. Берем крючок. У меня 2,5. И вывязываем шнур. Сделали перекрут. Набрасываем нитью ту, что мы оставили метр. Теперь нитью от клубка набрасываем на крючок и провязываем вот эти 2 петелечки. Вот так. Теперь снова нить метр, что мы оставили, набрасываем на крючок. У нас получается 2 петли здесь. Нить, что идет от мотка, провязываем эти 2 петелечки. И так все время мы продолжаем. Набрасываем нить от клубка. Простите, набрасываем нить, что у нас метр отмерено ее, от клубка, и так вяжем. Вот так. Вот эта нить, что у нас отмерено метр ее, да, когда набрасываем на крючок, ее не надо очень затягивать, а то у нас шнурочек, ну, получится затянут с одной стороны. Ее надо свободно отпускать. И вот так мы продолжаем вязать. До свидания, до новых встреч!